Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня я расскажу, что можно использовать в качестве подставок для ульев. Значит, улья у меня все лежаки, пасека стационарная. Вот в таких условиях очень хорошо подходит в качестве подставок обычные колоды, которые используются для дров, которые колят на дрова. Значит, это хорошо подошло. Такие колоды, значит, я использую высотой где-то около 30 сантиметров, 30-31 сантиметр. Колоды эти я размещаю на такие кирпичи, на белый кирпич. Почему не на землю? Потому что если поставить на землю, в принципе, будет стоять, со временем начнет подгнивать и тянуть влагу. Вот поэтому желательно какой-то кирпич еще подложить на низ. Кирпич этот выравнивается, делается площадочка, выравнивается, размещаются эти колоды, и на колоды сверху размещаются два таких бруска. Это все необходимо выровнять по уровню, значит, горизонтально. Должно быть, более-менее, насколько это возможно, горизонтально. И с небольшим наклоном вперед. Значит, для чего делается наклон вперед? Первое, это чтобы дождь в случае косого дождя не затекал в литок и не затекал туда внутрь улья. И второй такой момент, если давать жидкие подкормки, и вдруг пакет прорвется, и эта жидкая подкормка потечет на днище, то она таким образом может вытекать через литочки. И, во-первых, сразу видно будет, что там проблема, а во-вторых, оно потихонечку будет вытекать и не застаиваться в улье. Если же неправильно выставить и наклон будет назад, то вот эта жидкость может остаться в улье и там начнет закисать, загнивать, там будут проблемы. То есть лучше наклон делать небольшой вперед. Значит, я, в принципе, использую такие подставки на всей пасеке. Вот у меня все ульи расположены на таких подставках. Еще такой нюанс, значит, обязательно надо их ошкурить. Эти колоды надо ошкурить, потому что если не ошкурить, там заводятся короеды, и эти короеды потом начинают точить эту древесину. Пчелкам это мешает, когда очень тихо, этот звук передается пчелам. Вот, поэтому желательно ошкурить. Вот мы установили наш улей на такую подставку. Подставка эта достаточно надежная. Там в предыдущих видео были вопросы, как стоит улей, не падает ли с такой подставки. Так вот, я показываю, достаточно надежно. Со временем оно еще устоится и будет нормально стоять. Поэтому вот рекомендую такие подставки. У кого есть возможность, можно такие подставки делать. Конечно, у кого есть возможность, можно другие подставки изготовить. Например, вот из металла. Здесь труба полдюймовая использована, но здесь необходимо сварочные работы. Вот, сварочные работы. Такая подставочка, конечно, и легенькая, ее переставить можно в любое место. Вот по такому принципу у меня пару подставок изготовлено. Вот этот улей, например, стоит на такой подставке. Чем такая подставка хорошая? Значит, она позволяет в любой момент улей сместить на какое-то расстояние, на метр-два, если, допустим, неправильно улей установлен, или есть необходимость его куда-то переставить, передвинуть. Поэтому вот такая подставочка, конечно, получше, но там возле нее побольше работы. Вот такие маленькие подставочки, значит, для чего я использую? Я летом из таких ульев делаю отводки. Из каждого улья, если улей 20-рамочный, я делаю летом отводки. Вот и поэтому ставлю такую подставочку рядом. На эту подставочку ставлю небольшой ульек на 10 рамок, на 10-12 рамок. Делаю отводок. И тут некоторое время у меня живет отводочек, там порядка месяца может жить. И на зиму я потом опять две семьи объединяю и этот ульек убираю и подставочку тоже убираю. Поэтому вот такая подставочка, она у меня как мобильная, такая временная подставочка.
На этом все. Используйте такой простой, доступный материал в качестве подставок для ульев. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!